сами знаете. Я, кстати, без 5-7 сегодня рано встала. Ну и, конечно, я тут проснулся и решил на море махануть, потому что надо же когда-то на море ездить. Солнце печет во всю мощь. Думаешь, ну, куда сейчас ехать? Уже поздно, дома надо сидеть под кондиционером. Вот. Ну, а вот так вот, конечно, когда еще достаточно рано, не завтракал, сел сразу на велосипед, не, оделся сначала, да, оделся, умылся и помчался. Но народу уже много с самого раннего утра, уже люди тянутся к морю по улице Пролетарской. В детском парке вообще там много уже людей на аллейке. Ну, можно, конечно, проехать беспрепятственно. Это обратно я буду ехать, там еле-еле буду тащиться. Потом до Пионерского проспекта на велосипедную дорожку. Кстати, на велосипедной дорожке тоже встретил велосипедистов достаточно много. И бегунов, люди бегают еще по этой. Ну, с утра такая движуха, можно сказать, с утра раннего. Вот. Я-то думал, никого не будет. Ага, никого. Надо часов, ну, в 6 выезжать, а может даже и в 5, чтобы не было. Сегодня ветра нет. Справа от меня, так он вообще неподвижный. Вода, естественно, теплая. Я температуру не измеряю. Зачем это ходить с градусником? Ерунда какая. Понятно, что в такую жару и вода максимально прогревается. Так что искупался. Водорослей вот в этом месте немного. Ну, я не выбирал там специально чистое море, как вот у меня есть ролик в поисках чистого моря, где я показываю, как надо искать чистое место. Вот, я весь пляж проехал и нашел, конечно. Ну, а сегодня и искать не потребовалось. Я вот на Кристалле сюда зашел на пляж, смотрю, тут уже чистая вода, вот ее даже отсюда видно. Вот. Ну, вот немножко сюда приехал, и как раз вот мое место, как говорится, берег Альбатроса. Тут, да, немножко зеленоватая вода, но не критично. Немножко пройти, и все, можно в чистой воде купаться. А если правее сюда пройти, что я потом и сделал, вот я там ролик снимал на экшн-камеру, тоже посмотрите. Так там вода вообще чистая, вот она уже буквально здесь. Ну, не идеально, конечно, потому что где-то идешь, а сейчас еще вода-то не взбаламученная с утра, поэтому она вот так вот комка собирается такими вот участками, то там и стоит. Вот, если ее растормошить, она, конечно, растечется по воде. А сейчас она пока вот так держится друг за дружку. Так что отлично. Сейчас вот просохну, с вами поболтаю. И домой. Дела какие-то буду делать. Наташа, когда уходит на работу, она оставляет мне знаки. Допустим, повесит тряпочку на ручку кухонного шкафа. Ну, тряпочка такая для уборки. Ага, понятно. Значит, надо... Я вчера ее знак не понял. Она повесила на ручку шкафа нижнего.
Я думал, надо протереть вот эти вот все дверки. Так что посмотрел, вроде дверки-то нормальные, не захватанные. Ну, я их сначала мыльной водой, губкой мыльной обработал, потом насухо все протер. Вот. А сегодня она утром говорит, что я неправильно этот знак понял. Надо было внутри протереть полки. В этом же шкафу, но протереть полки, вынув оттуда предварительно всю посуду. Вот. Ну, я вот неправильно понял. Если бы дверка шкафа была открыта, тогда бы да, тогда бы я, наверное, так и сделал. Ну, подумал, что вот... Угу. Вот. И вот такие знаки она оставляет. Иногда. Что еще? Аквариум я вчера... Позавчера я аквариум освободил от воды. Все живое там уже исчезло, кроме 2 кустиков водорослей, которые я потом в баночку пересадил и водой залил. Зачем, не знаю. Ну, жалко как-то выбрасывать. А рыбки все погибли, ракушки все, улитки погибли. И аквариум так долго стоял. Очень долго стоял аквариум. И вот вчера, наконец-то, позавчера я его слил в воду, вынул все камни оттуда, все оборудование, ну, то есть компрессор. Вот. А вчера я этот аквариум мыл. Мыл, чистил стекла, все перетирал, потому что, естественно, где-то все это немножечко вот это вот не накипь, а как она называется-то? Высолы на стенках аквариума. И кое-где там зеленью все поросло. Ну, все очистил, привел его почти в идеальный порядок. Буду продавать за 4000. Вот. Ну, пока еще не выставил. Я не знаю, где выставлять. На Юле зарегистрировался, но Юла такой ресурс, ничего не понятно. Ну, конечно, понятно, все я там выложил, но как-то мне не нравится. Нет там движухи-то такой. На Авито вроде бы есть движуха в первых 2 дня, а потом все опять мертво. Вот. Я также на Юле выложил объявление о продаже пианино. Также выложил объявление о продаже велосипеда Машиного. Это я все распродаю Машино имущество, Машины хобби. Когда-то мы все это покупали, Маша пользовалась. И, ну, теперь все. Еще книги надо. Ну, книги, у нее целая подборка, наверное, томов 20, наверное, котов-воителей. Она их в свое время читала запоем. А сейчас она читает «Авиатор» Глуховского. Вот. Так что меняются интересы у ребенка, меняется круг чтения. Вот. Хотя она рисует сейчас очень много. Вот. Ну, про питание, то, что она сейчас стала здорово, так скажем, питаться, то есть сахар не ест, хлеб не ест. Ну и я тоже не соблюдает, а вообще включился. Вот. Даю 2 или 1 яичных белка. Ну, зачем я это делаю? Посмотрите лекцию, не лекцию, интервью Фишман с доктором, с диетологом. Ну, я сейчас не помню. В общем, если наберете Фишман и диетолог, наука, это рубрика «Наука», очень интересное интервью там.
Вот, и вот съедаю я, стал пить, потому что доктор Комаровский, это другой доктор, он сказал, что самое вредное в чае и в кофе – это сахар. Вот, вот так. И, в общем-то, действительно, сейчас во всем мире на это обращают внимание. Недавно я сейчас Guardian читаю, газету британскую. И перевожу Аморефест, и сюда приехал про Анапский фестиваль. Там, конечно, ну, он такой немножечко с долей критики, но в целом как бы очень даже объективно было все описано. И я с той поры, ну, когда зашел на этот сайт, потом думаю, а что бы не подписаться? Кнопочка есть, я нажал, и мне стала приходить газета «Гардиан». Ну, заголовки и рассылка. И если меня что-то заинтересовало, я могу... В Великобритании вводит налог на оптовые закупки сахара и соли. В Британии 20%, по-моему, страдают людей ожирением, а сахар, естественно, это вот как раз тот самый продукт, который пичкают во все абсолютно продукты питания. И, естественно, сахар – это тот же наркотик. И вот в интервью Фитман там очень хорошо сказано, что сахар-то у нас стал производиться как 200 лет всего. До этого люди сахара не знали. Сахар – это химическая формула. Вот. Только вот там, ну, мед да фрукты, сахар был. А такого чистого сахара не было. И мафия сахарная, она очень мощная. Она сравнима с мафией, вот именно наркомафией. Получает огромные доходы. И сахар кладут во все, что ни попадя. В такие продукты, даже как кетчуп. Мы сейчас кетчуп не стали есть, потому что там сахара дофига. Вот. И берем только, ну, не берем, конечно, я беру только томатную пасту, без всяких добавок, чтобы там только была или просто томатная паста, или томатная паста ну и соль, или что там еще. Вот. Или лучше помидоры. Сейчас на рынке помидоры уже по 60. Ну, я беру за 80 рублей, как бы такая средняя цена, я с ней соглашаюсь, есть дороже. Но вот за 80 помидоры очень хорошие, я у одной женщины беру. Она мне даже на рынке показывала видео, как там эти помидоры выращивают. Ну, это, в общем-то, не факт. Даже если это видео не ее, хотя почему я должен не доверять, я смотрю. Нет, не смотрю, покупаю. Так, сейчас я меняю камеру. Хватит вам на меня смотреть. Так вот, покупаю помидоры. И готовил я вот недавно за 200... По-моему, за 289 рублей, достаточно дорого. Вот. Хотя бывают скидки, там можно за 240 купить, а то и за 220. Ну ладно, это сейчас не про это разговор. И нарезал ее мелко, обжарил, потом лука туда кинул. Потом морковь, нарезанную этими пластиками, кружочками. Вот. А потом помидор. Потом помидор, такой большой взял помидор, а помидоры такие мясистые. И я вот, ну, правда, маленькую потом ложечку, чайную ложку томатной пасты все же добавил. А в основном, конечно, помидор. И так получилось вкусно, друзья мои. Рис отварил потом.
Правда, у меня Маша рис такой не ест, она ест не шлифованный рис, бурый. Ну, я считаю, что пусть она сейчас этим увлекается. Такой был в подростковом возрасте, когда я боялся вообще заразиться и боялся всяких микробов, вот как этот Майкл Джексон. Он там в колбе спал, а я беспрестанно мыл руки, обрабатывал какими-то санитайзерами, боялся за все браться, за ручки дверные, не ездил, даже в троллейбусе я, когда заходил, я не брался руками за поручни, вот, а просто так вот стоял, балансировал или опирался там спиной. Ну, это было, конечно, тоже интересно. У меня брат служил во флоте, двоюродный брат Павел. И когда он пришел со службы, мы с ним в троллейбусе ездили, и он говорил, не надо держаться на палубе, моряк должен держаться так на ногах сам, не держать. Вот стоял вот так вот. Ну, а потом вот пригодилось мне уже, когда я с этим бзиком жил, боялся там всяких микробов, вот. Вообще, это, конечно, было такое какое-то наваждение, я читал потом, это бывает, ну, какие-то увлечения чем-то занимает, поэтому я Маше потакаю в этом, ну, не хочет она там есть, допустим, кетчуп, я ей вот томатную пасту покупаю, если какой-то йогурт, то я беру его тоже без сахара, читаю все это вот в магазине, особенно в Пятерочке хорошо. Там везде возле стеллажей развешаны лупы. И я беру эту лупу и начинаю все банки перебирать. Вот. Читаю, где нет сахара. Так что сахар это зло. И знаете, не я один в Забайкалье, в ЛДПР все больше понимаю либералов. Ну, взгляды меняются, времена меняются, а мы вместе с временами. Так вот, Роман Амплиев, он такой вообще очень разный, там, подарки людям, детям, или вот воду, как вот наступила, они там воду питьевую возили куда-то нуждающимся. Вот. Но он еще и выкладывает о себе немножечко так, как он посещает бассейн, как он посещает тренажерный зал, как он, значит, ящерка бежит опять. Ящерки бегают, хорошо как. И, конечно, диету он соблюдает. Сбросил 26 килограммов в последнее время. Да, вот, друзья, оказывается, у меня не работало ничего. Я тут размышлял об языках, рассказывал о себе, а у меня ни хрена не работало. Ой, блин. Я даже не знаю, сколько времени я говорил вообще в космос. Говорил в космос я. А вы мне что-то тут написали, и мне это нужно прочесть. А как это прочесть, я даже не знаю, друзья мои. Но я буду стараться. Сейчас я немножечко перемещу вот в эту сторону. Слушайте, вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Это и все испортил. Тут так было тихо, так было хорошо.
Мне тут надо кому-то включить музыку. Да. Я даже сейчас не смогу, друзья мои, сделать настройки. Я, может быть, экран бы сделал поярче. Но не вижу я ничего. Сейчас я под велосипед залезу. Может быть, как-то здесь я прочитаю. Да. Да, могу. Могу читать, друзья. Вы уж извините, посмотрите вот на этот песок. Привет, товарищ. Это пишет игровой канал. Привет из города государственного преступника. Привет. Доброе утро. Марта, да? По-моему, пишет Марта С. Привет, Марта. Вы квартиру вторую сдаете? Друзья мои, я сейчас сдаю 4 квартиры. И я говорю, ну давайте попробуем. Вот. И я сдаю квартиру, ну вы знаете, моего приятеля Алексея, потом, значит, и соседей. Ирина и с 4 квартир любую. Правда, все 4 сейчас заняты, друзья мои. Вот что самое это интересное. Все 4 заняты. Ну, есть там какие-то промежутки, смотрите, там есть календарь, все. Вы можете спокойно выбирать. Вас, сварщик в Министерстве обороны, плохо платят, задерживают зарплату. Вас подкалывали, что вы не работали. Не работаете. Мужу 54, сварщик в Министерстве обороны, плохо платят, задерживают зарплату. Ну, это вообще, друзья мои, и это у нас что? Это у нас великая держава? Если нет уважения, нафиг эта работа. В 55 уйдет, так еще с пенсии начнут. С пенсии начнут мытарить. Елена пишет. Ну да. Да, возможно. Так, ну вот я все прочитал. Теперь я снова сейчас обращаю внимание на округу. Ну, ходить куда-то нет, я не вижу смысла, потому что, когда ходишь, у меня вообще все сбивается. Ну, вот так вот, конечно, я могу показать вам. Вот это пляж Приазовец, это детский лагерь. Видите, никого нету, просто флажки, потому что детей приводят позже. Ну, а это вот мой велосипед. Дюны возвышаются. И это вот пляж София. Сейчас я займу свое место привычное, дислокацию свою. Надену очки солнечные. И вообще я сейчас, друзья мои, лягу, просто лягу на спину. Буду смотреть на небо.
Странно, вот я сейчас обратил внимание, вот детский пляж, да, лагерь. Понятно, там есть навесик, спасательная лодка, круг. Территория обозначена флажками. А где переодевалка? Почему дети не должны, что ли, переодеваться? Вот, допустим, покупались и надеть что-то сухое и пойти обратно в лагерь. Как-то вот это неправильно, я считаю. По крайней мере, да, если даже они считают, что можно пойти так, обсохнуть по пути, но такая возможность им должна быть предоставлена. А то как-то неправильно это. Неуважение к ребенку. Вот волна стала усиливаться. Даже я сейчас слышу шум волн. А когда я пришел, вообще было тихо, 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 тихо было. Вот самолет пошел на взлет. Взлетают они в сторону моря и садятся со стороны моря. Кто-то полетел домой. Счастливого пути. Приезжайте еще в Анапу. Спросите, скучно ли мне сейчас? Да, скучновато. Все-таки я думал, что встречаться, ходить на пляж, но оказалось, что он вообще как-то морем не интересуется. Возможностей встретиться у нас крайне мало, потому что он весь в работе. С подписчиками моими порою тоже не поговорить. Мало мне сейчас пишут. Куда делся итальянец 14? Куда делся Гоша? Гоша, кстати, здесь отдыхал. И я с ним так и не нашел возможности встретиться. Все тоже откладывал, то дела, то встреча гостей, то проводы гостей. А вчера смотрю, ёшкин башмак. Уже 17 число, а он 17 уже собрался уезжать из Анапы. И, наверное, уже уехал. Вот. А он ведь мне книгу привез. Александра Ивановича Гончарова. Обыкновенная история, которую я у него заказывал. Спрашивал, что мне привезти. И вот море, Анапа. А ведь сколько у нас городов и всяких там люди отдыхают, тоже такие же.
Новости по пабликам. Живые новости Анапы. Так называется моя рубрика. Провожу я ее каждый день. Вчера проводил, но сбились настройки, и я, конечно, там все показывал и рассказывал, но в эфир это ничего не уходило. Вот. А повторять я не стал, потому что, ну, уже интерес теряется. Естественно, я не люблю делать какие-то дубли. Вот. Я вместо новостей играл в танки. Так. Схожу-ка я к морю. А тут там дядечка пришел, сел в дюны с сигаретой, и дым прямо на меня. Вот тут написано пляж Дол Приазовец. А это пляж София. Пляж вспахали. Зачем они так его прямо глубоко пашут? Ну и здесь вот немножечко видно камку. Зеленая она такая. Ах, какая приятная водичка. Ну, я сегодня купался.
В этом месте народу немного, потому что, я говорю, детей на этот пляж приводят позже, часов там, наверное, в 9, в 10, и а там виден вдалеке пирс Технополис Аэро, и по нему сейчас вот автомобиль там идет какой-то большой. А заканчивается он вертолетной площадкой. Ну, вот так вот как-то. Сейчас я практически уже обсох, поэтому надо будет собираться домой. Дядечка уже накурился давно. Они тоже вот курят. Топтали его в песок и вот считают, что зарыли и как будто нет. Откуда это вот страусиная психология и философия?
Очищаю от песка ноги. В воду зашел, песок налип. И как будто бы он вообще в кожу въелся. Вот я его отряхаю, он все как наждачка на ноге на моей. Хорошо так, люблю так отдыхать, смотреть на людей. Сейчас еще прочитаю то, что вы мне написали, друзья мои, перед уходом с пляжа. Отвечу на все ваши вопросы. Просто их, чтобы на них ответить, надо место найти такое затененное, потому что прочитать что-то на дисплее очень проблематично. Солнце очень яркое. Ящерица опять бежит. Я уже снимал ящерицу.
Ее хорошо видно. Можете посмотреть на моих видео. Пиво холодное, кукуруза горячая. Кто этих торговцев прикрывает? Ну, всегда это было, во все времена. Когда-то и когда на поезде едешь, на каждой станции эти нации в Анапе. Что там с вакцинацией в Анапе? Это я в тень заходил. Сейчас опять я про вакцинацию. Ну что про вакцинацию? По крайней мере, на работе у моей жены всех заставили привиться. Туда прямо приезжали медики и прививали всех. После прививки некоторые люди, ну, несколько человек, достаточно большая группа, ну, вот Наташа говорит о 6, о ком она знает, почувствовали себя плохо, возвратились к своей работе. Ну, я тоже привился, и жена моя привилась раньше. Мы привились в апреле. Жена чувствовала себя очень плохо один день. Высокая температура была, практически она лежала пластом. Я себя чувствовал сносно, испытывал лишь какое-то такое недомогание. Брат мой привился тоже, он привился, если мы прививались с Наташей через госуслуги в поликлинике городской, то брат прививался в торгово-развлекательном центре Красная площадь. Пошел и, ну, правда, очередь отстоял. Там поздно начали прививать, он туда пришел, наверное, часов в 10, а прививать начали в 11. И он час простоял в очереди. Вот. Ну, привился и, слава богу, тоже себя чувствовал нормально. Чувствовал себя нормально, без каких-то последствий прививка у него. Ну, кто еще привился? Ну, мои родственники в Чите многие привились. Нормально все себя чувствуют, все хорошо, слава богу. Про вакцинированных. Ну, конечно, да, ажиотаж такой, и многие отказываются, ну, так говорят, что многие отказываются от поездок в Анапу в связи с тем, что в Краснодарский край теперь ужесточил правила въезда для туристов вот, в связи с пандемией. Разное говорили, сейчас говорят, что можно приехать даже не привитому, но в течение 3 дней вас обяжут, направят на вакцинацию. Не знаю, как вот, будет ли вакцина, куда будут отправлять, будут ли очереди. Это все, конечно, неудобно, поэтому я бы советовал тем людям, которые относятся к прививке нормально, привиться у себя дома и уже с готовой прививкой ехать в Анапу. Вот. Что касается детей, то там нужен будет ПЦР-тест. Делают его
Здесь в Анапе тоже на месте, я узнавал, у меня родственница тоже приезжает, кстати, завтра будет отдыхать здесь в Джимите, и она, моя двоюродная племянница, со своей племянницей. Вот. И племянницы нет еще, ну, она в подростковом возрасте, в общем, ребенок, и с детей прививки не требуют, но ПЦР-тест нужен. Вот. Поэтому ПЦР-тесты здесь делают, в поликлинике делают, в городской. И еще в 2 местах. Это 2 центра. Один называется, по-моему, Альфа, второй называется инвитро, по-моему, так. Ну, я об этом делал, ну, не отдельный, конечно, я делал тоже какую-то трансляцию, и вот там это все освещал. Ну, в общем, делают ПЦР-тесты в Анапе, конечно, платно и в разное время. То есть где-то делают за сутки, но цена, конечно, больше, а где-то делают в течение 3 и даже 5, по-моему, дней. Поэтому надо смотреть, звонить. В интернете можете все прогуглить, и там есть телефоны бесплатные, которые по России. Можете все выяснить, все вопросы интересующие. Так что все это возможно. И тест получить, и прививку сделать. Чего не вижу. Что показываю? Все вслепую. Ну ладно. Что-то как-то я просыхаю сегодня плохо. Но ладно, практически просох. Практически я просох. В комментарии, но я еще и чат читаю, там, когда на записи, там тоже можно чат смотреть, что люди пишут, что мне написали. Если что-то я пропустил, я, конечно же, на все отвечу. Все, мои. Всех вам благ. Будьте здоровы. Приезжайте в Анапу. Не забывайте мой канал. Он хотя и не совсем такой динамичный, интересный, но он, я думаю, правдивый. И если я вот тут валяюсь на пляже и ничего не делаю, значит, оно так и есть. Вот. Значит, мне делать ничего неохота. Вот. Поэтому вы просто смотрите за жизнью вот отдельно взятого анапчанина. Вот такую единичку смотрите. А я сказал, что все мы состоим из единичек, так что